Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. В этом уроке я хочу вам показать один из способов, как можно быстро устранить выбившиеся волосы по контуру прически. Значит, что для этого нам с вами нужно сделать? Значит, мы копируем, значит, наш слой, делаем копию, Ctrl-J. Далее нам нужно с вами сделать выделение, значит, по контуру самой прически. То есть за контуром должны остаться те волосы, от которых мы хотим с вами избавиться. Значит, мы аккуратненько. Я беру перо. Вот я выбрала Pen Tool. Аккуратненько. Так, что-то тут. Ага. Значит, так. То есть тут у нас вот волосы. Так, аккуратненько выделение делаем. Значит, тут. Еще идем аккуратно по контуру. Выделение вы можете сделать удобным для вас способом. То есть тем, которым вы больше привыкли пользоваться. Потому что сколько людей, столько, как говорится, и мнений. У каждого свой способ делать выделение. Я обычно по старинке пером. Ну, смотря что. В зависимости от ситуации и что мне нужно сделать. То есть я не буду сильно прям аккуратничать. Мне главное показать вам суть данного способа, чтобы вы поняли, как его делать. Потому что если сидеть все выделывать аккуратно, то получится много времени затратим. Мне главное показать вам суть данного способа. То есть то, что нам не нужно, мы оставим за нашим выделением. То есть вот этот вот кусочек, как хотите, но я его оставлю. Значит, далее что нам нужно сделать? Нам нужно с вами наш контур замкнуть. То есть вот аккуратненько раз, соединяем. Так, теперь правой кнопкой. Главное, у нас должно стоять на пере. Наше перо должно быть включено. По контуру какой будет размытие у нас. Ну, 2 пикселя, думаю, будет достаточно. Значит, делаем что дальше? Дальше нам нужно фильтр. Берем фильтр Blur, Surface Blur. Это размытие по поверхности, по-моему, переводится. Значит, теперь нам надо подобрать такой ранее, чтобы наши волоски практически ушли. Чтобы они размылись. Так, сейчас на 0, что оно пока сработает. Просто это такой затратный фильтр. Ну вот, где-то такие значения. 44. Радиус и порог 18, думаю, будет достаточно. Окей? Применяем. Что делаем? Сейчас он прогрузится. Давайте подождем. Так, что мы делаем с вами далее? Так, смотрим, где у нас остались сами волосы. Мы берем штампик в режиме, вот штамп наш, в режиме Lighten. И аккуратно то, что у нас с вами осталось, мы заделываем. То есть, видите, вот волоски пооставались здесь по контуру, что у нас выбилось. И то, что у нас не размылось с вами.
Так, видите, здесь... Ой, так, сейчас, момент. Вот видите, где у нас тут не все смогло размыться. То, что не смогло, мы с вами убираем просто штампиком в режиме лайта. Данный способ подходит для фотографий только с однородным фоном. То есть это фотографии обычно сняты где-то в студии. Аккуратненько проходим по всему нашему с вами выделению. То есть большего волоса здесь размывались. То есть смотрите, радиус вы свой подбирайте под свою фотографию. Потому что у каждого фотографии разные, сняты по-разному. Так, тут чуть-чуть у нас осталось. Значит, вот так. Значит, ну, вроде все получилось. Значит, дальше что нам нужно с вами сделать? Значит, смотрим. Там, где у нас произошло размытие, у нас пропала текстура фона. Да, тут еще кусочек. Надо быть внимательней. Где что у нас осталось? Так, видите, текстура здесь вот есть, здесь текстура у нас с вами нету. Что для этого сделаем? Значит, сначала мы с вами, надо нам данный слой перевести в Smart Object, то есть Convert to Smart Object. Далее нам нужно с вами добавить шум. То есть берем фильтр, Noise, Add Noise. Значит, увеличиваем. Значит, смотрим. Одного, в принципе, пикселя будет достаточно. Видите, у нас слилось, но он здесь более ярко выраженный. Нам надо с вами немножко его подразмыть. Значит, берем Gaussian Blur. Думаю, на 1% будет достаточно. Вот смотрите, какой у нас с вами результат получился. Было, стало. Теперь можно пойти по контуру, посмотреть, что у нас тут с вами вообще получилось. То есть почистить то, что не дочистилось на этом слое. Значит, делаем сливание всех слоев. Так, Shift, Ctrl, Alt, E. И можно штампиком аккуратненько доделать то, что у нас осталось лишнее. Ну, вот, например. Тут даже это больше волоски девушки, а не прически. То есть вот такие моменты, где получилось не очень красиво. Мы аккуратненько такие моменты мы доделываем. То есть совсем, в принципе, все заделывать не надо. Видите, вот такой вот контур волос, пусть он остается. Это прическе придает натуральный вид. Более похоже на естественную прическу. То есть какие-то совсем уже корявенькие штучки мы с вами уберем. То есть дочистим. Аккуратненько. Что-то можно оставить, что некрасивое, можно убрать. Ну, вот эти моменты можно дочистить. Да, фотография, кстати, взята с интернета.
она была в бесплатном доступе. Донорскую область надо брать рядышком прям с нашими волосиками. То что вот отсюда, если возьмешь, оно, видите, будет. Хотя не сильно-то и видно. Потому что фон, в принципе, однородный. Ну, это хотите, можно убрать, можно не убирать. Так вот оставим. Что-то там типа есть. То есть далее можно еще в пластику затем подправить контур самой прически. Аккуратненько, чтобы сделать вот этот вот контур поровнее. То видите, здесь немножко. Тут меньше, тут больше. То есть что в итоге у нас получилось? Было. Смотрим. Было. Стало. Вот такой у нас результат с вами получился. Всем спасибо. Спасибо, что посмотрели. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.